это не только вот экспертный совет, который будет обсуждать чисто российские и азербайджанские отношения, а он будет носить именно вот такой региональный характер. Я имею в виду Южный Кавказ и Россию, может даже Иран и Турцию, потому что без этого не обойти, если делать правильные выводы. По поводу Гусева, значения азербайджанского языка. Вы знаете, вот на днях мы были 9 мая праздновали, когда вот в Львове были эти события. Студенты МГУ и 2 преподавателя выступали перед ветеранами, 100 человек. И первые же слова на азербайджанском языке, потом на русском языке, все стали и пели песню «День Победы». А в конце, даже самые такие скептически настроенные и очень боявшиеся, что студенты приедут, они стали на колени перед ветеранами, и я видел слезы в глазах у этих скептиков. Но посол тогда подошел к нам и сказал, что у меня в посольстве работает 20 человек, из них ни один не владеет азербайджанским языком. Поэтому значение изучения русского, азербайджанского и русского языка очень актуально, очень актуально. Потому что, ну, я уже сказал, в отношении русского языка... Да, извините, ради бога. В отношении русского языка и телевидения, вы знаете, я хочу вот чуть-чуть отойти от сегодняшнего дня, я хочу сказать одно. В конце 19 века и в начале 20 века именно русская интеллигенция создала такую образовательную инфраструктуру, благодаря которому для Востока, допустим, для азербайджанцев или для Центральной Азии это сыграло роль и значение имеет, вот, допустим, с периодом Возрождения или Реформации. Когда были гимназии, когда были университеты, и сформировалась светская интеллигенция. И я хочу вас всех, представителей русского народа, вот, чтобы вы знали то, что вот с того времени русская культура перестала иметь вот те границы национальные, она вышла на более высокий уровень. И вы знаете, вот та светская интеллигенция, которая сегодня есть в Азербайджане, для них русский язык это и русская культура, это часть вот того духовного, который есть. И поверьте мне, что это не просто дань уважения к каким-то политикам, что сохранение русского языка в средних школах, сохранение русского сектора высших учебных заведений, сохранение на русском языке самых передовых газет, как «Эхо», «Зеркало». Вы знаете тренд, кто в интернете читает, мы все читаем тренд, и мы видим этот уровень языка и уровень отношений. Поэтому в этом отношении будьте спокойны. Если даже Москва очень сильно захотит, может даже сегодня вот команду дать, что мы разрешаем и готовы, чтобы от русского языка вы отказались, никто от этого русского языка не откажется. И вы знаете, вот по поводу телевидения, есть кабельное телевидение. И вот я удивился 2 года назад, когда я поставил в деревне, в горах, в Исмаилах, телевидение, спутник, и вы знаете, у меня было 50 каналов на русском языке. У меня дома, здесь, вот недалеко от университета, я живу на Филидаводском, 20 каналов. Там было 50 каналов. И я не только я смотрю, а смотрят люди. Но с другой стороны, я хочу сказать, что в центральных каналах, да, то осталось, там на новости на русском языке есть. И это будет оставаться, но я, конечно, не говоря об этом, не хочу сказать, что не должны быть специальные программы, специальные проекты в этом направлении. Они есть, но я хочу сказать другое. Ничего не надо говорить того, что нет, или мы хотим, чтобы она была. Вот, например, в отношении трубопровода здесь было сказано. В отношении оборонных дел я не буду вмешиваться, здесь лучше Евсеева никто скажет. Каждый должен кушать с той тарелкой, которая перед ним стоит. Вы знаете, трубопровод Баку-Новороссия было построено первым. Да? Вы лучше меня знаете, что сначала этот трубопровод вообще был и существовал. Туда поставляли нефть из России, это была сибирская нефть. Потом там в этих предприятиях готовился нефтепродукт, производился, потом это все... Но впервые именно после получения независимости Азербайджана из Азербайджана поставлялся в Россию нефть. Но с того времени до сегодняшнего дня, то есть это первая ранее нефть была в 1997 году, а сейчас уже 2010-2011 год. Ребят, с того времени до сегодняшнего дня просьба только в одном к НКР.
поставить банк данных, банк качества, чтобы бакинская нефть или азербайджанская нефть именно получала ту цену, которую она стоит, ни больше, ни меньше, не смешивалась, все. А в отношении того, что трубопроводы построенные после этого уже не будут поставляться, вы знаете, Баку Супца было построено уже давно. И Баку-Джейхан, о котором говорилось, что если вот она будет построена, все, Азербайджан куда-то уйдет и что-то случится, ничего никуда не ушло. Баку-Джейхан работает, Баку-Супца работает, и там поставляется нефть нефтяных компаний, таких как, значит, ну, вы знаете, нефтяные гиганты, и когда эти нефтяные гиганты начали опять-таки работать в Азербайджане, все говорили о том, что случилось что-то невероятное. А не вспоминали, что эти же компании работали там же в России, по российским месторождениям, и работают, тоже British Petroleum, тоже Shell и так далее. Поставляется по двум этим трубопроводам именно их нефть, а нефть государственной нефтяной компании Азербайджана поставляется по трубопроводу Баку-Новороссийск. Почему говорят, что им, неужели вот этой компании нельзя говорить, что если нам невыгодно продавать свою нефть, которая смешивается с российским нефтью Уральск, которая стоит на рынке дешевле, и если вы не будете этот банк качества ставить уже с 97 года, который мы ждем, 18 лет, тогда мы вынуждены будем останавливать эту транспортировку. Мы же все считаем деньги в кармане. Это вот всегда надо говорить, вот я об этом позитиве говорю. Прежде чем обвинять кого-то чем-то, всегда говорят, допустим, транспортировка нефти Баку-Джейхан. Первое предложение, мимо территории России. Ну, что, если человек строит трубопровод, если зарабатывают на этом, почему мы говорим сразу мимо территории? Почему мы не говорим о том же газотрубопроводе, где работает и транспортируется газ Шахтаниза, где доля Лукойла, и Лукойл там имеет солидную долю, зарабатывают хорошие деньги, и они эти деньги инвестируются в российскую экономику. Ребят, давайте так. Вот почему этот экспертный совет и создается? Я почему говорю по поводу позитива? Хватит придуманного, надуманного говорить. Хватит путать людей. Хватит говорить о тех вещах, которые, извините ради Бога, плохо мы знаем. Давайте будем мы знать об этих вещах и говорить правду. И не будем пугать, допустим, тем, чем не надо пугать. И от этого только польза. От того, что в Азербайджане сегодня вот этот нефтетрубопровод, и сегодня Азербайджан имеет те деньги, которые имеет, вы знаете, ничего плохого в этом нету. Мне сказали, что студентов надо поселить в общежитии. Фонд Гейдара Алиева посетил их в лучшем гостинице в центре города. Они были в лучших ресторанах. А если не было бы этих денег, как мы могли бы это делать? Студенты пришли, прощались и в Баку, и в Москве. Благодарили, говорят, слушайте, спокойно, мы еще только начинаем работать. Если не было бы этих возможностей, Азербайджан также просил бы ежегодно деньги от российской экономики. Кому это выгодно? Сегодня Азербайджан, имея эти деньги, предлагает тому же Армении, что или тому же Карабаху, давайте будем экономически сотрудничать. Почему мы говорим только о плохом? Давайте будем об этом думать, да, пускай будет это, не будем пугаться от друг друга. До 1988 года разве были проблемы между Арменией и Азербайджаном? Такого уровня. Что сейчас кто-то улетит в Марс? Пускай будет экономически сильная страна. В отношении военных вопросов я еще раз говорить не буду, но я одно хочу сказать. В Конституции Азербайджана есть пункт, Азербайджан не будет размещать на своей территории военные базы. Прежде чем говорить о Кюрдамире, надо прочитать эту Конституцию, во-первых. Во-вторых, но почему мы не говорим, что нет этой базы на территории Азербайджана, но есть радиолокационная станция, где работают русские офицеры. И до сих пор она существует и работает. Почему мы об этом громко не говорим? Вот почему мы не говорим об этом. Я еще раз извиняюсь, что так может быть чуть эмоционально, наверное громко. Но вы знаете, мне надоело, когда говорят вымышленные вещи,
И говорят те люди, которые живут здесь и, может, никогда не поедут жить туда. А я хочу, чтобы говорили ничего не придуманного. Говорили именно о тех вещах, которые укрепляют нас. И мне очень и очень неприятно, когда вот создается тот вакуум, который пользуются этим те страны, которые не имели никакой общей истории вот с Россией или с Азербайджаном. Поэтому давайте на самом деле будем работать. Не надо пугаться этого слова позитив. Я не говорю, что не могут быть проблемы в этом пути. Очень большие проблемы есть. Но давайте их будем решать.